Дорогие друзья, этот ритуал мне давно передала одна пожилая грузинка. Звали ее Лия. Ее уже нет давно в живых, но история ее жизни очень интересна. Она была замужем за армянином, который был представитель княжеского рода. Их семья жила во Франции еще со времен 15-го года. Сбежали из Западной Армении. И так случилось, что во времена Советского Союза какой-то там момент с Францией были очень теплые отношения, и отправляли студенток лучших на какие-то курсы во Францию для обмена опытом. Вот такой вот момент произошел после войны. Она была молодая девушка, родители погибли во время Великой Отечественной войны. И мать, и отец. Мать была фельдшером, и когда отца забрали на войну, мать ушла следом, считая, что ее медицинские навыки пригодятся нашим солдатам. И они не вернулись. У Лии была большая семья, но они не очень хорошо относились к ней, как к сироте. Угнетали ее. И когда получилось попасть во Францию, для нее это было невероятное чудо. За те месяцы, которые они там провели, она встретила своего мужа. Его звали Роберт, и он попросил ее руки, познакомил с родителями. Естественно, в советское время это было просто невероятно. И ей пришлось попросить политическое убежище. Для родственников это было как предательство. Их потом долго таскали на допросы в НКВД. Но в конце концов отстали, поняв, что их вины здесь нет. И вот Лия осталась там. После распада Советского Союза она приезжала в Грузию. Родители пропали без вести. Насколько она знала, где-то отец погиб в Керчи, оборона Керчи, а мать так и не узнали, где осталась. И она очень была счастлива в браке. У нее дети, внуки, благополучная семья. И когда мы с ней познакомились, с их семьей, она мне рассказала историю своей жизни, мы с ней подружились. Вообще со мной взрослые женщины дружили. И у меня очень насыщенная была жизнь в этом отношении. Очень много замечательных людей были моими друзьями, имея в виду людей, которые в этой жизни сделали себя сами, подняли себя. И она была очень довольна своей семьей и говорила, что ее приняли как дочь, и они со свекровью были очень дружны. И свекровь ей сказала, что ее бабушка была знахаркой, знаменитой знахаркой, и очень много различных навыков и заговоров оставила ей их семье. И она мне передала некоторые работы. Передала и сказала, что обычно такое отдают только очень близким людям и знает, что они попадут в добрые руки. Я хочу вам сказать, что вот этот знак, который она мне передала, я опубликовала вместе с ритуалом, который, хочу вам сказать, я немного переделала, потому что напрямую передать нельзя. Когда я хочу передать работу своих
старших друзей, я бы так сказала, людей, которые в жизни мне встречались и что-то мне передавали, я прошу у них дозволения. Если внутри есть это ощущение, что не нужно, я никогда не передам. У меня есть очень много таких замечательных работ, которые мне дарили на украинском языке. Не все можно передать. Как я спрашиваю у них, мне кажется, не нужно, не должно у вас возникнуть никакого вопроса в этом отношении. У ведьм есть способности входить в контакт с потусторонним миром, с миром духов и ушедших людей и спросить их дозволения. Если бы они не позволяли, то, во-первых, меня бы наказали за эти работы переданные, во-вторых, они бы не срабатывали у людей. И вот я попробовала вот этот знак дать людям, сейчас вспомню, даже не помню сейчас точно, в 2000, может быть, 15-16 году. У меня в Одноклассниках была большая группа. Там нужно было очень долго набирать эти ритуалы и так далее. Потом многие из моих ритуалов разошлись, кстати говоря. И я так прям хотела, чтобы действительно появился... Но тогда был YouTube, он не был так популярен, как-то мы не задумывались. Мне прям хотелось записать, объяснить это все как видеозапись. И я до сих пор помню просто, с чего я начала. Мой друг Алексей подарил мне камеру. Она была не новая, но она была в вполне нормальном состоянии. Я просто сказала, что мне срочно нужна камера, и я просто не уверена, хочу ли я... Я хочу попробовать посмотреть, смогу ли я снимать, выставлять каким-то образом. И поэтому, поскольку не уверена, что мне это понравится, не хотелось бы зря покупать дорогостоящую камеру. Сейчас у меня этих камер много, хотя ими даже не пользуюсь, потому что удобнее с телефона. Надо эти камеры как-то привезти и что-то с ними делать. Так вот, и он сказал, я могу подарить тебе камеру, она в нормальном состоянии, нормальная камера, просто я новую купила, а это могу тебе отдать. И я взяла эту камеру, и с этой камеры начала снимать, рассказывать. Первый опыт не очень мне нравился. Я помню, когда на меня напали, еще одна мадам была, тоже сливали мои каналы. И они слили этот старый канал. Я забыла туда пароль и очень хотела просто зайти и удалить. Не получалось. И вот если бы те ролики были в руках сегодняшних товарищей, они бы крутили сутками. Там я себе не нравилась. Там был голос неуверенный. Но только начинала, как-то вот неуверенно заикаясь и все такое. Первый опыт. А потом захотела это все убрать и не смогла зайти на этот канал. И когда они удалили это все, я же говорю, делая мне зло, на самом деле все это поворачивается в угоду меня. Наверное, потому что я не делаю зло. Я отвечаю так, как каждый человек достоин. Но вот изначально зло от меня не исходит. Вот поэтому и получается, что всякое зло оборачивается в пользу меня. Ну ладно, не будем об этом. Так вот. И вот тогда я начала уже меньше выставлять, и потом уже как бы забросила и Одноклассники, тем более, когда эти группы начали удалять, мне надоело воссоздавать. И я перешла сюда. Так вот, история вот этого знака, этих знаков такова. Кстати, да, я хочу сказать маленький такой момент. Мои вот подаренные вам талисманы, амулеты, да, которые нужно начитать и активизировать, пытаются, конечно, очернить мое имя, всякую фигню придумывая, берут из разных сайтов.
кто что там продает и приписывает мне. Я ничего не продаю, кроме своих книг. И то не я занимаюсь этим, а Яна. А амулеты и талисманы, которые просят и заказывают у Яны, вы должны понимать, не продаю я амулеты и талисманы. Я вам подарила заговор, как активизировать. Вы можете сами нарисовать, можете сами вырезать на коже и сделать. Но поскольку люди хотят красивые вещи, то есть красиво, профессионально сделанные, которые они могут начитать, активизировать и носить, поэтому они заказывают у Яны. Понимаете? Это совершенно разные вещи. Одно дело продавать их как амулеты, которые вот будут исполнять желания и деньги, значит, приводить в жизнь. Другое дело, когда человек хочет активизировать, начитывать на этот знак, но хочет, чтобы оно было красиво сделано, профессионально. Вот вы должны понять, мы идем к ювелиру и говорим, вот мне такой знак, нанесите мне на мой там, на медальон там золотой или серебряный, заказывайте. Ювелир вам не амулет продает, он просто делает ваш заказ. Что вы хотите, то и наносит на, скажем так, на медальон или на какое-то украшение, и вам отдает. Он не зарядил, он не начитал для вас, он просто сделал ваш заказ. То же самое здесь. Поскольку я подарила вам, я сказала, что вы можете сами это делать, но объяснила, на каких материалах, да, живых материалах. Это кожа, дерево, можно там береста и так далее. И поскольку людям хочется профессионально красиво сделанное, они заказывают у Яны. Заказывают, чтобы она им сделала, нанесла эти знаки просто профессионально красиво, вырезала на коже и отправила. А потом они сами активизируют, начитывают и носят. Вы не понимаете, что продавать якобы какие-то амулеты чудотворные, вот я заговариваю, продаю, это одно, а другое, когда заказывают люди вот эти знаки. Например, великий оберег моей прабабушки многие себе нанесли на серебряные браслеты, на медальоны, и они им помогают. Они пошли к ювелиру и попросили, нанесите эти знаки нам на этот материал. И человек это сделал, взял деньги за свой труд, и все. Он не амулет вам создал, он создал просто картину, которую вы просили. Вы не сможете опорочить меня. Это невозможно. Выдумывайте, что хотите. Никакие талисманы, амулеты никому я не продаю. Вы это прекрасно знаете все. И еще раз говорю, вы сами их можете сделать. Если я подарила вам, как их активизировать, как их носить, вы сами это можете сделать. Просто человек хочет красивую работу. Он говорит, я хочу на коже. Вот я заказываю эти знаки на коже. Я буду начитывать и носить. Понимаете или нет разницу? Ну, понимаете вы прекрасно. Но это так, объясняю для людей, у которых, собственно говоря, уже тема закончилась, не знаете, что начать. И для своих зрителей в том числе, на всякий случай, чтобы вы знали, что если такое прочитаете где-нибудь, это фигня абсолютная. А делает Яна, потому что она мастер. Ей заказывают этот знак нанести, она наносит и отправляет. Она не амулеты вам делает и не талисманы. Она всего лишь делает красивую картину на коже, рисует и вам отправляет красиво, аккуратно. А дальше вы сами активизируете и носите. Понимаете, о чем я говорю? Итак, все, не будем больше об этом, потому что это ерунда полнейшая. Это работает очень быстро. И очень может быть, что вот результат вас просто поразит. Но учтите, бывают моменты, например, что сработает через несколько дней. Люди, которые уже делали мои ритуалы, особенно денежные, у них срабатывало. У них очень быстро сработает. Может, даже в этот день. Через 5-6 часов, через 2 часа сработать. Люди, которые совершенно не знают мой канал, пришли, у них тоже может сработать, а может поздно сработать. То есть имею в виду, что это срабатывает, то есть исходя из того, настолько ваша энергия уже привыкшая к денежной силе, к денежной энергии. Итак, вам показываю эту картину, вам нужно будет эту картину нанести. Вам нужно зажечь свечи, нанести эту картину,
на бересту или на бумагу. Можете маркером, можете карандашом. Ручкой не нужно. Смотрите. 4 стрелы показывают 4 стороны света. Работа или ваша энергия, отданная Вселенной, да, и то, что вы получите оттуда. Энергия, отданная Вселенной, и то, что вы получите оттуда. Далее. Просьба и, значит, смотрите, вот как 2 стрелы. Одна наверх, другая вниз. Но они не обозначены вот таким образом, но обозначают одно и то же. Просьба, результат. Просьба, результат. Посреди пишите букву вашего имени. По всем сторонам пишите ту сумму, которую вы хотите получить. Причем вот я в рублях написала или в долларах. Обязательно нужно подчеркнуть, потому что Вселенная любит четкости. Четко, ясно подчеркнуть. Вот так показываю еще раз. Можете остановить и срисовать. Перекресток судьбы. 4 стороны света. 4 дороги. Далее. Везде стрелками отправляется как посланники. Стрела, просьба, энергия, энергетический посыл, да? Дальше. Значит, энергия, просьба ко Вселенной, результат получения. Просьба, энергия, работа, вот все, что вы отдаете во Вселенную, ведь просто так вам не дадут, может быть, долг вернут, может быть, заказы сделают сразу же вам и большую сумму отправят. То есть это зависит от вашего труда. Так, напишите вначале реалистичную сумму все-таки, ну, такую более-менее реалистичную сумму для себя. Вот я написала 100 тысяч рублей, Р. Дальше 100 тысяч рублей. Вот 4 стороны света. Посредине первая буква вашего имени. Вот. Таким образом. Дальше. Вам нужно будет над огнем вот так пронести. Осторожно, чтобы не сжечь. Но сожжете по новой, надо будет делать. Начитываете. 1 раз начитали. Нужно поцеловать. Вот так прям. Бумагу. И вот так своей слюной вот так натереть. Чуть-чуть. Не надо там тонны поплевывать. Слегка. Вы активизируете, вы отдаете свою энергию, вы, как вам сказать, вы показываете, куда нужно идти этим деньгам. Я перевела этот заговор, оставила только слова-ключи на армянском языке. Заговор тот же самый, силой обладает такой же. Просто некоторые слова переставлены и как бы он переведен. То есть он передан вам не в том виде, в котором есть. В том виде я не имею права передавать. Но смысл весь с ключами я вам передала. Но этого достаточно, чтобы оно сработало просто невероятно. Начитали? Отложите куда-нибудь, спрячьте. Как только вы деньги получите... Смотрите, что вам нужно делать. Как только вы получили деньги, вот это сожгите и спиртное какое-нибудь поставьте на окно на полдня после вылета. Это духом спиртное, благодарность. Ничего не надо говорить, просто поставьте спиртное на подоконник. В принципе, я хочу вам сказать, что я, наверное, первая ведьма, которая сделала такое открытие, что духом благодарность и откупы не обязательно носить на перекрестке. Я объяснила, что можно под дерево, потому что деревья, они проводники между миром мертвых и живых, потому что у них корнями уходят к мертвому миру, а остальная часть, она в нашем живом мире, да. После меня начали все повторять. Но это ладно. И что откупи духом можно поставить на балконе, на подоконнике. Некоторые начали облаивать, высмеивать. Я помню такие случаи. А потом сами начали это советовать. Это всегда так. Всегда первооткрыватели сначала клюют, потом на их фоне не хочется выглядеть глупее. Хочется что-нибудь досказать, свои 5 копеек, да. А потом, понимая, что это действительно действенно и сильно, они, значит, советуют. Итак,
Начнем. Называется драмаберь. Если дословно перевести, означает приносящий монеты или деньги. Хочу вам сказать, что они очень богато жили. Очень хорошо жили. Богатейшая семья. И она сказала, что сын немного как-то скептически к этому относится. Он профессор, он преподавал и сейчас, может, преподает в Париже. Но дочь и невестка все время начитывают, и поэтому у них все хорошо. Они очень богато живут. Она была очень красивая женщина, даже в старости сохранила эту красоту. Прям вот, знаете, вот если сравнить по красоте, я долго думала, кого она мне напоминает. Жену Берия, Нину Берия. Как-нибудь в Гугле наберите, посмотрите, какая просто изумительно красивая была женщина. Очень красивая, как картинка. Вот такого типа она была. Тоже. И судьбой где-то похожа с ее судьбой. Нина тоже была сирота и жила у родственников. Ну да ладно. Так. Начнем. Вот так вот делаете. Но мне неудобно, давайте-ка буду просто читать. И, наверное, направлю, чтобы вы вот так вот, да, видели лучше. Это на очень быстрые деньги. Если у вас один раз сработали сразу, значит, будут срабатывать постоянно. Попробуйте. Но еще раз говорю, если вы только зашли на мой канал, может некоторое время потребоваться, потому что они быстро сработают у тех людей, у которых уже энергия привыкла к деньгам, к денежной энергии. Но иногда бывают моменты, когда срабатывает совершенно у людей вообще, скажем так, мало знакомы с моими работами, они поражаются. И такое может быть. Начнем. Силой огня тебя оживляю, на все 4 стороны света отправляю. Неси мне деньги, ту сумму, что прошу. Сила магии придет в движение, и я эти деньги получу. Корысь во двор, деньги на стол. Драмаберь, инцдерамберь. Это на армянском. Раз скажу, деньги соберутся. 2 скажу, ко мне направятся. 3 скажу, и деньги уже в руках держу. Драмаберь, инцдерамберь. Ключ, замок, язык. Я думаю, что эти слова вы можете и так по слуху записать. Вот вы сказали такое, взяли, поцеловали, так, прослюнявили палец чуть-чуть. И вот так вот. Еще раз. Извиняюсь, не 3 раза, 4. Немножко усталость. Я до сих пор еще не спала, между прочим, уже 8 часов скоро. Нужно было очень многим ответить. Но зато весь архив перекинули, все это загружаем, все делаем. Со всеми связалась. И спасибо всем большое, огромное, девочки. Большое спасибо, правда. Все сохранили эти архивы, друг другу через почту передали, все начали загружать. И самое главное, для сайта передали. И у нас Натали там собирает, загружает. Огромное спасибо, правда. Мы в эти дни просто-напросто, вот как один кулак, полностью все сохранили, собрали, сделали. Это огромная работа. Я вам очень благодарна. Поэтому стараюсь и дарю вам. Как говорится, долг платежом красен. Еще раз. Силой огня тебя оживляю. На все 4 стороны света отправляю. Неси мне деньги. Ту сумму, что прошу. Сила магии придет в движение, и я эти деньги получу. Корысть во двор, деньги на стол. Драмаберь, инц, драмберь. Читаю так, чтобы вы поняли, как писать. Раз скажу, деньги соберутся. 2 скажу, ко мне направятся. 3 скажу, и деньги уже в руках держу. Драмаберь, инц, драмберь. Ключ, замок, язык. Поцелуем. Вот. Вот так.
Силой огня тебя оживляю. На все 4 стороны света отправляю. Неси мне деньги, ту сумму, что прошу. Сила магии придет в движении, и я эти деньги получу. Корысь во двор, деньги на стол. Драмаберь, инцдрамберь. Раз скажу, деньги соберутся. Два скажу, ко мне направятся. Три скажу, и деньги уже в руках держу. Драмаберь, инцдрамберь. Ключ, замок, язык. Дальше. Чмокнем разок. Так. Дальше. Так, сейчас, секунду. Силой огня тебя оживляю. На все 4 стороны света отправляю. Несите мне деньги. Ту сумму, что прошу. Сила магии придет в движение, и я эти деньги получу. Корысть во двор, деньги на стол. Драмаберь, инцдрамберь. Раз скажу, деньги соберутся. Два скажу, ко мне направятся. Три скажу, и деньги уже в руках держу. Драмаберь, инцдрамберь. Ключ, замок, язык. Еще раз. И вот последний раз говорим, заклято. Прячьте. Как только вы эту сумму получите, а вы получите в ближайшее время. Еще раз говорю, $1 миллион писать не нужно. Это уже смешно. Пишите то, что вы... Вот для вас это реально, и вы должны получить, и не получать. Или вот, ну, для вас реальная сумма. Потихоньку можете увеличить, но не сразу. И слишком мало тоже не пишите, не бойтесь. Они обязательно придут, если все сделаете правильно. После этого вот так и прячете. Когда получите сумму, сожгите. Пепел можете развеять, можете выкинуть, неважно. И поставьте алкоголь на подоконник. Благодарность. Полдня побудет там, ну, до вечера. Вечером вылейте эту алкоголь молча. Все, друзья мои. Пусть мой драмаберь принесет вам деньги. Всем удачи. И спасибо большое, вечная память нашей Лии, которая мне это передала, подарила. И оно сохранилось и осталось. Всем удачи.